Стой! Чё у тебя там? Еда для семьи. Дай. Не дам. Нет, дашь. Нет, Говорю, дашь, что ты? не дам. Я сейчас сам возьму. Попробуй. Только идиот доверит свою жизнь оружию. Я же говорил, дашь. Что-то у него, по-моему, башка была меньше. Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и сегодня на нашем обзоре вот такие вкусняшки из Японии, которые прислал мне мой подписчик Евгений, за что ему отдельное спасибо. Дело в том, что на одном из предыдущих обзоров я неправильно приготовил сие блюдо, по этому поводу было очень много комментариев, поэтому, чтобы не испачкать грязь лицом, мы его сегодня переприготовим. Плюс еще у нас есть дофига других вкусняк, которых я вообще не видел. В основном сегодня будут современные японские ведра-самовары, значит, поскольку я тут ничего не понимаю, ну, кот с грибами, понятное дело, это что-то острое, на радость оператору. Ну и самое интересное, вот такой казанчик. Ну, остальное наша любимая мелочевка, это вот такие конфитули-ребятули, вот такие непонятные образцы, которые похожи на что-то противозачаточное. Ну и, конечно, ребят, сегодня мы узрим и попробуем настоящие оригинальные японские жвачки. Ребят, а чтобы вам не пришлось питаться одними сухпайками, вкладывайтесь в свое образование. Но что делать, если пока не определился, к чему лежит душа? К счастью, есть Skillbox, который помогает найти ответы на самые важные вопросы. Тем более, что вы можете начать свой путь, пройдя профориентацию и попробовать обучение совершенно бесплатно. Skillbox предлагает пройти тест на профориентацию всего за 15 минут, и вы узнаете, какие профессии идеально подходят именно вам. А для тех, кто хочет попробовать свои силы на практике, платформа предлагает получить бесплатный доступ к программам с трудоустройством или пройти мини-курсы с практическими заданиями, которые помогут создать первые проекты для портфолио и оценить свои способности. Вы окунетесь в понравившуюся профессию, освоите ключевые инструменты и научитесь применять их на практике. А крутые спикеры из крупных компаний, таких как Сбер, МТСАИ, Яндекс и Тинькофф, уже помогли сменить профессию 20 тысячам ученикам, а значит, помогут и вам. Из бонусов льготы и поддержка для IT-специалистов от государства, бессрочный доступ к курсам и гибкий график обучения. Большинство студентов получает оффер уже через 6 месяцев обучения, а 88% трудоустраиваются еще до окончания курса. И если вдруг вы не получите предложение о работе, Skillbox вернет деньги за курс. Но даже не надейтесь, ведь карьерный центр Skillbox не только поможет составить резюме, но и организует собеседование в топовые компании. Успех неизбежен, так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и начните свой путь к успеху вместе со Skillbox. Так, господа, мы продолжаем. Я не могу терпеть, и давайте начнем с работы над ошибками. У нас есть вот такое блюдо, это чипсы из креветок, и в прошлый раз мы это приготовили неправильно. Просто варили в воде. Это катастрофа для японцев, оскорбление, поэтому сейчас исправимся. Внутри находятся все те же тонкие красные пластинки, напоминающие по структуре макароны. Ставим сковородку, наливаем масло, сколько не жалко, и доводим ее до нужной температуры. Далее очень аккуратно закидываем пластинки буквально на пару секунд. И здесь самое главное не передержать, иначе оно сгорит. В темном лесе, в темном лесе. Вот как, оказывается, эту ерунду надо готовить, господа. Обратите внимание на тарелку, она полна, как мы любим. Что может быть лучше для меня? И самое главное, что больше половины находится в пакете. Давайте трапезничать.
Ну-ка. Та самая тепленькая. Кайф. Ну-ка еще одну. Как хрустит, зараза. А, ты уже готова. Да. Видите, как быстро. И сразу ее вот так. Как блинчики. Вкуснотень. Самый главный кайф, что они жирные. Это не та ерунда из пакета, знаете, вот просто чипсины. Нет, это ты сам приготовил, вот оно родное уже. Никакими креветками, рыбами и вот этими морскими тварями вообще даже никак не отдает. Просто вот как почтишь картошка, только без картошки. Это же чистый холестерин. Вот здесь вот масло аж на дне лежит, понимаете? Вот все промасленное. Но все равно оно вот такое ощущение, как будто сухая. Где мой этот рассольчик? О, тепленькая. Как вы знаете, мне все мало. Поэтому давайте продолжим. Красота. Блин, я это обожаю. Мне очень понравился процесс. Но, правда, вот как-то долго все. Мне надо гораздо быстрее. Ем быстрее, чем это готовится. Поэтому давайте вот смело возьмем все. Ой, ты хорошо подумал. А? Работай. Так надо сразу так было. Вот. Но. Вот это я понимаю красота. Оно и теплое. Букет роз. Не меньше. Естественно, за этот ценный продукт ставлю 10. И давайте двигаться дальше. А это съест Серега. Переходим к ведеркам и начнем с котика. На упаковке нет ни слова по-русски, то есть это не экспортный вариант. Данный рацион полностью автономен, что очень удобно для путешествий. В комплекте есть ложка, 2 пакета с сухой едой, 1 пакет с гарниром, также есть разогреватель и 2 пакета с водой. В одном из пакетиков находился вот такой симпатичный кубик. Это будущий супчик. В тарелке 3 отсека, поэтому готовить одно удовольствие. Заливаем немного воды, типа из пакета. Я так и не смог понять, где тут техническая вода, поэтому залил нашу родниковую. Также заливаем разогревательный элемент, ставим тарелку и закрываем крышкой. Реакция началась секунд через 10, но самое главное, она долгая. Все это готовится минимум минут 15. Если будете ждать меньше, то, скорее всего, рис будет слишком жестким, а супчик так и не успеет дойти до нужной кондиции. Блин, это вообще полноценный обед 3 в одном. Здесь есть и супчик, и второе блюдо в виде риса, и дополнительный гарнирчик в виде грибов. Шитаке. Это просто потрясающе. Выглядит загляденье. Супчик у нас состоит из куриного белка, вон он плавает, морковочки и некоторого количества зеленушки, а также те самые грибочки шитаке. Вон они там черненькие плавают. Очень потрясно выглядит. Погнали. Блин, я никогда не думал, что азиатская кухня будет так сильно напоминать наш суп. Только без мяса. Вода. Самое противное, что его здесь крайне мало. Потому что его хочется съесть отдельно. Но по идее-то его надо добавлять вот сюда к рису. Ой, блин. Зараза, и аккуратнейшее отношение к специям. Он в меру соленый. Не отдает вот этой противной почти что полухимозы, как это есть в кубике Галина Бланка, либо в дошираке, допустим, да, где там очень ультра насыщенный вкус. И все пересолено. Здесь такого нет. Очень аккуратно. За это отдельное спасибо. Блин, супчик у меня уже кончился. Рис. Это не рис. Это шелковое одеяло спускается у меня по глотке. Он настолько мягкий, при этом рассыпчатый и не слипается. Благодать. И, конечно же, вот этот основной гарнирчик к рису так и просится. Тоже грибы шитаке, у них все шитаке. Это наш боровик у них. Ну, правда, дорогой. И очень вроде как полезный для организма, если его не варить. Ну, тут мне это не грозит.
Это была ножка или мясо? Это такой жесткий гриб, прикинь. По ощущениям ты ешь говядину. А это, оказывается, ножка гриба. У меня аж мурашки пошли по коже. И опять же, по вкусу очень привычно. Никогда мы не были так близки с японцами. Все-таки как хорошо, что я в лесу снимаю. Вот сразу же, здесь же неподалеку нашел вот эти грибы. Сыроежки, пожалуйста. Наш ответ. Бесплатно, между прочим. А шиитаки, они там деньги большие платят за него. Ой-ой. Очень плотный гриб. Как будто бы ты ешь вот жировик. Я не про себя, сука, заткнись, там хватит ржать. Ну вот в носу что ломается? Хрящ. Как хрящи, да. И от этого только еще кайфовее, потому что ты его хочешь разгрызть. Типа, да, я тебя сделаю. И ты его делаешь. Отлично. Хоть кого-то. А самый кайф в том, что снизу еще идет химическая реакция. Там тепло. Я влюбился в шиитаки. Что хотите со мной делайте? У нас таких грибов даже аналогов нет. По жесткости. Десятка. Не останавливаемся, двигаемся дальше. Грейтесь. Следующая ведерко желтого цвета. Внутри схожий набор. Основной гарнир острый, даже не соус, а твердая паста. Стеклянная лапша, разогреватель и палочки. Готовится примерно так же. Добавляем лапшу, сверху вот этот очень крутой гарнир и выдавливаем соус. Это оператор рекомендовал выдавить все. Заливам-то, закрывам-то и ожидам-то. Ебать. Само блюдо вот визуально выглядит, может быть, еще более-менее, но по запаху, друзья, мне кажется, это вот все равно, что занюхнуть перцовым баллончиком. Или же вот эти пары используют для лечения любой инфекционной болезни. Мы над картошкой, а они вот над этим дышат, скорее всего. В составе есть картофель, корень лотоса, побеги бамбука, грибы, типа наши строчки и сморчки. Ламинария – это зеленая огромная водоросль. Ну а дальше банальность. Питьевая вода, пищевая соль, пищевые ароматизаторы, пищевые добавки, витамин D, еще там куча всего. Давайте начнем, наверное, с корня лотоса. Я его обожаю. Это, знаете, замечательная азиатская замена картошки. Погнали. Горячая. Хрустит. Хрустит. Из меня, сука, скоро тоже лотос полезет какой-то. Аккуратнее, лишь бы корневище не отсохло. Ай-яй-яй-яй. Тут вот этот соус, я не знаю, что в нем, но он абсолютно блокирует вкусовые рецепторы все. Он даже не насколько острый, сколько язык вяжет и немеет. И ты ничего не чувствуешь. Вот небо вообще сейчас без чувств. Язык тоже как будто отвалился. Он такой ватный становится. Так, теперь грибочек. Да мне кажется, тут все что угодно можно попробовать, и оно будет одинаковое. Какой мягкий. Сука, такой острый. Так, теперь стеклянная лапша, так называемая. Ее тут много. Вон она какая, смотрите, склизкая, прикольная. Погнали. Это жесть. Мне кажется, это едят сумоисты. Я тут ни при чем. Вот как анестезию тебе вкололи у зубного врача, вот примерно так же. И вот пока не чувствуешь, типа надо есть, да? Ой, опять это пошло. Ламинария. Она пропала без вести, блядь, куда-то. Где она? Лотос с грибочком. Оба. Да, макароны вкусные, кстати. Ребята, самое опасное, это, конечно, бульончик. Мы его сейчас быстро, сейчас вот так вот. Раз. Тихо. Два. У меня губы как будто дрожат. Как будто тебе кожу внутри разъедает вот эта ерунда.
Вот она действует как кислота какая-то. Ё. Пошла соль. Все, что тут находится, все эти разносолы, оно превратилось в одно и то же. Пошла ты на, блядь, серьезно. Переходим к следующему блюду, это невозможно. На очереди даже не ведро, а целый пластиковый казан. Внутри набор почти что из доширака. Белый пакет, пакет с зеленью, пакет с соевым соусом. Это понятно что, и разогреватель. Обратите внимание на цвет лапши. Она очень жирная, белая и, кстати, не сухая. Другими словами, она уже готова, осталось только разогреть. Соус добавлю потом по вкусу. Ребят, вот это блюдо я вообще никак не могу понять. Здесь просто макароны в тупую, ничего больше нету, ни мяса, ничего интересного, даже зеленухи пожалели, причем порция минимальная. А как выглядел котелок-то, а, супер было. Нет, здесь огромное количество вот этого острейшего перца. Я добавил вот буквально каплюшечку, потому что мне, я так думаю, предостаточно этого. Погнали. По крайней мере, ты чувствуешь вкус макарон, а не просто какую-то желчь. Из интересного, это первое в нашей истории ведро-самовар, где макароны были уже готовые. И вот, наконец, сука, как они разбухивают во мне. Они прям даже не глотаются. Здесь можно хотя бы ощутить вот эти тонкости, потому что они-то отдают немножечко кислинкой. Также здесь прям ощущается морковочка, вот это какая-никакая зелень. Это всяко лучше, чем вот сделать вот так. Да? Вбухать и попробовать его почти что чистоганом. Да. Погоди, не, это фигня. Это детский лепет по сравнению с предыдущим. Все защипало не там, где надо. Я все испортил. Все. Блюдо съедено, говорить не о чем. Доширак самый дешевый будет интереснее по вкусовым данным, чем вот это. Поэтому двигаемся дальше. Всю жизнь мечтал попробовать японские настоящие оригинальные вкусняшки. И вот они, конфитули и жвачка. Класс, давайте начнем с самого интересного. Вот такая рожа должна быть у меня после того, как я употреблю вот эту пилюлю. Потому что она выглядит очень страшно. Погнали. Типа сверхкислая. Да ладно. Они слабаки. Вообще ни о чем. У меня желудочный сок гораздо кислее. Тут больше ананаса, чем кислоты, я серьезно. Хрень полнейшая. Два слабаки. Возможно, вот эти штучки меня удивят, потому что здесь что-то пузырчатое нарисовано. Я надеюсь, что Евгений мне не прислал на пробу бомбочки для ванны. Давайте начнем с синенькой. Выглядит, кстати, интересно, как будто бы камень такой, знаете. Погнали. Сразу очень непонятный вкус, непривычный, сладко-кислый. Немного, совсем чуть-чуть, не сильно, шипит на языке. Это точно можно есть. Потому что вот ближайший родственник это Ферри. Сразу все. Бля. Все возможно, Серега. Это очень невкусно. Что, пена? Да? Белая? По-моему, это не еда. По вкусу вот мыло. Все равно, что ты мылом руки помыл, вот такое ощущение, только во рту внутри. Я хрен знает, что это было, ребят.
И завершающая вкусняшка — это японская жвачка. Конкретно здесь у меня две разновидности. Одна с яблоком, другая с апельсином. Я-то думал, здесь привычные, как Орбит, подушечки. А нет, все как в 90-х. Двухтаварная балка. Погнали. О, это то самое, ребят. Раньше мы их называли нерожуйки. Ага. Это лучшее средство от молочных зубов в детстве. В моем возрасте это уже опасно есть. Тоже какая-то шваль непонятная. И это послевкусие то еще идет. Ты мыло ел когда-нибудь в жизни? Я ел. Прям вот я прям кусал его в детстве, правда. У деда взял вот это хозяйство, начал его жрать. Он его так, блядь, смачно резал, я взял кусок, съел. Вот оно было похоже. Вырабатывается огромное количество слюны. Мгновенно. При этом я бы не сказал, что они слишком насыщенные. И это даже, по-моему, не жвачки, а больше конфеты. Она разжевывается и растворяется. Причем даже с некоторыми призвуками молочности, как будто молочко там есть. Ну, все равно интересный опыт, поэтому ставлю 7. Давайте переходить даже не к вердикту, а сейчас я вам кое-что скажу. Витя, ты дожил до этого момента. Ребят, я хочу с вами поговорить на тему Ютуба. Точнее, его замедления на территории Российской Федерации. Если раньше вы смотрели мои ролики и стримы в каком угодно качестве и когда угодно, то сейчас попробуй это еще сделать без танцев с бубном. Я даже переписал причину. Деградация Ютуба — это вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса. Мне только вот интересно, как вот та самая иностранная администрация может почувствовать, что мы против нее что-то тут имеем, когда мы тут себе пытаемся все это дело обрубить. Допустим, уменьшение трафика из России в виде просмотров. Вот уменьшилось у нас все. Следовательно, они должны потерять что? Правильно, деньги. Но, как мы помним, YouTube обрубил всю рекламу на территории Российской Федерации еще с 2022 года. Другими словами, он сейчас работает у нас абсолютно бесплатно. Мы все наслаждаемся контентом без рекламы. Ему пофигу. Мне вообще все пофигу. Я напомню, что кто принимал решение об замедлении этого сервиса, вашего мнения не спрашивали. И моего тоже. Но оно у меня есть. Сейчас я его выскажу. Я, естественно, против всякого замедления Ютуба. Это дичь, потому что ни одна страна в мире не может похвастаться таким заявлением, что, вы знаете, мы замедлили себе YouTube. Вы скажете, вот Китай, он вообще заблокировал себе YouTube. Да, ну когда он это сделал? На заре становления этого Ютуба. Он еще не разросся во весь мир. Он не превратился в видеохостинг номер 1 во всем мире. И они создали свой ответ и его развивали примерно так же, как мы Рутуб в свое время. YouTube зародился в 2005-м, Рутуб в 2006-м. Кто нам мешал это все дело развивать параллельно? И вообще Китай — это не очень хороший пример в данном случае, потому что с его мощностями, с его технологиями, с его количеством людей, с его опытом он может эти видеохостинги клепать хоть каждый день и развивать их. Пример TikTok. По одной из версий, причиной того, что сейчас происходит, а именно замедление Ютуба в России, является их политика по отношению к нашим некоторым каналам, которые они забанили. Я понимаю, неприятно, когда американцы банят у себя дома наши политические площадки, которые попали либо в санкционный список, либо нарушили то или иное правило. Почитайте, кстати, правила Ютуба, там все написано. Да, это не очень приятно, но что надо делать в этом случае? Замедлить скорость загрузки видео на Ютубе всем россиянам в стране? Логично. И это, по-вашему, адекватное решение проблемы? Зачем было вообще регистрировать официальные телеканалы на американской площадке, зная, что когда-то, возможно, будут последствия? Это их площадка, это их дом. Они к нам не лезут на Рутуб. Ну все же логично. Американцы выкладывают свою политику у себя, а мы давайте то же самое делать у себя. Заодно и наши аналоги поднимем. Но произошло все как всегда. Я на Ютубе с 2009 года, я лично видел, как мой отечественный любимый телевизор пришел ко мне, и он начал развиваться. Потом его забанили, и сейчас он решает за меня, с какой скоростью мне и вам смотреть YouTube. Но не беда.
Мир все-таки не без добрых людей. Уже есть техническая возможность исправить все эти замедления. Было бы желание. Гуглите, есть несколько вариантов. В конце концов, можно смотреть YouTube даже с телефона. Там, говорят, не замедляли. Теперь самое главное. Где меня искать в случае тотальной блокировки YouTube у нас в стране, во что я, честно говоря, не верю? На YouTube. Только здесь, ребят. Никуда я не планирую переходить. Я всегда об этом говорил и говорить буду. Планов таких нет. Стримы на Ютубе, ролики тоже остаются на Ютубе. Способы посмотреть всегда есть, причем их много. Было бы желание. Сразу отвечу на вопрос, а почему не будешь заливать на наши аналоги? Ряд причин. Первое, я не вижу в этом никакого смысла, потому что ни один канал-миллионник не смог достигнуть такого же успеха, что и на Ютубе. Ну, нет такого у нас. Второе, это уже мое убеждение, не нужно распылять контент по интернету, потому что тогда и так падающие просмотры на Ютубе упадут вообще ниже плинтуса. Понимаете, да? Третий пункт, мне банально не нравятся все остальные площадки. Ну, вот привык я к Ютубу. Да, для зрителя, возможно, разницы никакой нет, или она минимальна. Но внутри, технически, функционально, это очень разные вещи. Поэтому еще раз, есть возможность все это дело обойти, ищите в интернете, ну или смотрите на смартфоне. Вот, вроде как все. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по данному вопросу. Вы за замедление Ютуба или против? Это важно. Во-первых, вы увидите мнение, и согласны с этим мнением большинство или нет. Во-вторых, я получу обратный отклик от вас. Комментируйте, задавайте вопросы, дискутируйте, и вполне возможно следом после этого видео выйдет еще один видос, вот примерно в таком формате, где я буду отвечать на вопросы, потому что это сейчас действительно горячая тема и очень жизненно важная конкретно, в том числе для меня. Блин, ребят, чуть не забыл про пайки-то, победитель предыдущего конкурса, надо же его поздравить. В общем, мужик, спасибо большое за такой приятный коммент. Получаешь от меня лично 2 пайка. Напиши мне, пожалуйста, в ВК, один польский, другой никто кроме нас. Вот прямиком со сравнения с предыдущего. Кто не видел, посмотрите обязательно. А еще я хочу сказать огромное спасибо тем, кто подписался на меня на Бусти. Да, друзья, у меня есть Бусти. Там выходят ролики чуть раньше, чем на основном канале, да еще и без рекламы. Поэтому, если хотите помочь каналу дальше развиваться, подпишитесь на Бусти. Мне будет очень и очень приятно. Спасибо вам, ребят. Как-то так, ребят. Спасибо всем огромное за просмотры. Не забывайте про подписку на канал, про пальцы вверх, про комментарии. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Ой, как зику кинул. Всем пока.